Друзья, приветствую вас в долине Reason. Сегодня мы начнем работать с новым треком. Это будет танцевальный микс Бусикама Схаменись в интерпретации Bonanza Twin. Кроме того, мы рассмотрим некоторые новые функции, которые были добавлены в новую версию Reason 11. You can turn on English subtitles here, if you will. Что ж, приступим. Тебе за все, що побачу, що при змальовках вийшло справжнім, вийшло справжньою. Вийшло справжньою. Вийшло справжньою. Музика грає, ти відчуваєш, я бачу кров, ти маску знімаєш, бачу спадає твоя одежа, потім білизна, потім шкіра, потім підлога заліться жовчу, потім на неї падає твій розум, гордість твоя і твоя мама просто допоки на тобі. Музика грає, ти відчуваєш, я бачу кров, ти маску знімаєш, бачу спадає твоя одежа, потім білизна, потім шкіра, потім підлога заліться жовчу, потім на неї падає твій розум, гордість твоя і твоя мама просто допоки на тобі. Меня неоднократно спрашивали о том, как я умудряюсь делать саббасы действительно широкими, но при этом они не звучат с какими-то фазовыми проблемами, страшными фазовыми искажениями и другими неприятностями. Сегодня я вам это покажу. Основная фишка заключается в параллельном канале, который я подмешиваю к основному каналу саба. Послушаем саб изолированно. Вполне типичное звучание, не слишком перегруженное, не слишком активное. А теперь включаю параллельный канал. Прислушайтесь. Сделаю погромче. Думаю, теперь слышно более отчетливо. Послушаем параллельный канал изолированно. Я сейчас временно увеличил его громкость, но обычно я подмешиваю его в достаточно тихой пропорции. Посмотрим в рэк. В рэке загружено два плагина, и самый главный среди них — это Polar. Прибор пропеллер-хедов, который позволяет сделать сигнал очень широким. Здесь обратите внимание на параметры шифтеров. На одном регулятор Fine передвинуть немного вправо, а на другом регулятор Fine передвинуть немного влево. То есть мы сделали небольшую расстройку настроенного баса, и вместе с дополнительным панорамированием жестко влево и жестко вправо это позволило создать широкое звучание баса. Давайте я выключу Dual Pitch Shifter, и мы послушаем, как саб звучал без него. Просто саб с ревером. Но куда же делись саб-низкие частоты, спросите вы? Все очень просто. Я активировал фильтр, который настроен на частоту среза в районе 300 Гц. То есть, по сути, я срезаю все саб-низкие частоты, а оставляю только дыхание саба, которое звучит выше этих 300 Гц. И когда такой сигнал подмешивается к основной дорожке саба, это и создает широкое, но при этом моносовместимое звучание без фазовых проблем. Послушаем еще раз саб вместе с параллельным каналом. Отключаю. Хороший центрированный звук. А теперь центр не теряется, но добавляется определенная ширина и пространство.
К Dual Pitch Shifter я добавил еще и ревер, но сегодня мы не будем его рассматривать, а сделаем кое-что другое. Добавим после ревера еще и эквалайзер, на котором попробуем усилить сатурацию и тем самым подчеркнуть звучание широкой составляющей саббаса. В качестве эквалайзера я, пожалуй, возьму American Equalizer Model C от российской компании Red Rock Sound. В этом приборе есть волшебная кнопочка «Аналог», которая добавляет к сигналу гармоники. Мы можем включить оверсэмплинг, но сегодня я этого делать не буду, чтобы сигнал остался немного грязным. Но если вы боитесь алиасинга, включайте оверсэмплинг, и все будет хорошо. Теперь мы сразу же срежем низкие частоты и добавим высоких частот. Вот такая классическая картинка. Послушаем. Без эквалайзера. С эквалайзером. Чуть более хрустящее звучание. Немного усиливаем частоты в районе 1 кГц. Без эквалайзера. И с эквалайзером. Очень симпатично. Послушаем с сабом. Без эквалайзера. Звук более темный. С эквалайзером более открытый. Но теперь слышно, что параллельный канал слишком громкий. А теперь порядок. Без параллельного канала. И с ним. Послушаем в миксе. Временно отключу параллельный канал. Теперь включу его. На первый взгляд может показаться, что разницы в звучании никакой нет. Но если вы прислушаетесь внимательно, или же послушаете запись на очень качественных динамиках или в очень хороших наушниках, вы заметите, что разница действительно есть. И вот эта тонкая грань между классным звучанием и особенно классным звучанием, она особенно интересна в процессе создания микса. А какими фишками для украшения саббаса пользуетесь вы? Делитесь своими мыслями и идеями в комментариях. Большое спасибо за внимание. Не забудьте поддержать нас на Patreon или любым другим удобным для вас способом. Все ссылки в описании. Ставьте лайки, колокольчики, птичек, пчелок и другую живность. Подписывайтесь на Ершов Микс в соцсетях и следите за выходом новых видео на нашем канале YouTube. Увидимся завтра. Плывите к звуку.